Мужчины, которые не сдержались и заплакали, что случилось? Расскажите свою историю. Мой отец был серьезно болен, и у него не было шансов, и мне пришлось сказать медсестре, что в начале этого года придется отключать его от системы жизнеобеспечения. Все эти месяцы я надеялся как мог, что произойдут какие-либо изменения, но ничего не менялось. Когда я увидел эту плоскую линию, что пульса больше нет, я сломался. Никогда так не плакал за последние 20 лет. Черт, я очень скучаю по нему. Я автор и композитор многих произведений. Неделю назад решил написать песню в память о моей маме, и сегодня по дороге на работу включил плейлист на эту тему. Я заплакал, потому что начал понимать, как трудно это сделать, писать о дорогом и любимом человеке, которого больше нет рядом. Мне 28, и я потерял брата-близнеца чуть более 10 лет назад. Однажды я встретил на улице двух парней-близнецов. Они были счастливы и что-то весело обсуждали. Я не выдержал, присел на скамейку и заплакал. Когда-то мы тоже весело проводили время вместе, и я храню эти счастливые моменты в памяти. Я скучаю по тебе, братишка. Около недели назад моя любимая собака, которая когда-либо была у меня в жизни, внезапно заболела. Это было поздно вечером, и я планировал свозить ее к ветеринару на следующий день. Я покормил ее, и она легла рядом с моей кроватью. Я думал, возможно, ей становится лучше. Лег спать, а утром, проснувшись, я увидел, что она до сих пор лежит. Оказалось, что она умерла прямо передо мной. С тех пор я плачу несколько раз в день. Мне очень одиноко. Кроме моей собаки у меня больше никого не было, а теперь не стало и ее. Около месяца назад мой отец рассказал мне историю о том, как он рос в бедной семье. Однажды он попросил пару футбольных бутсов, когда был ребенком, и в конце концов получил их. Но учитывая, что у его родителей не было достаточно денег, чтобы купить еще и обычные кроссовки, ему приходилось носить бутсы каждый день и в школу, и на прогулку, пока они не износились и не порвались. Вспоминаю, когда я, будучи ребенком, плакал о том, что появились модные кроссовки, а родители не покупали их, и понимаю, насколько это было глупо, и что бывают проблемы и посерьезней. Вчера смотрел «Игру престолов» во второй раз с моим лучшим другом, который видел этот сериал в первый раз. Мы смотрели свадебный эпизод, и мой друг плакал. Увидев, насколько сильно он плачет, я тоже заплакал. Это случилось в прошлом году, сразу после моего дня рождения. Дело в том, что раньше я встречался с девушкой в течение 4 лет. Она была любовью всей моей жизни. Затем мы расстались, и мне пришлось переехать в другой город, но мы поддерживали связь и дружбу. Прошло почти 1,5 года, и я узнал, что она уже 7 месяцев как беременна от моего лучшего друга. Затем увидел случайно, как она объявляет в прямом эфире об этом в соцсети. Я замер в рабочем офисе, уставившись на свой телефон. Для меня это было самой обидной вещью в жизни и в какой-то мере подлым предательством. Слезы потекли сами собой. Моего отца не стало 2 года назад. Я до сих пор часто думаю о нем, но в частности после того, как я женился и у нас родились дети. Помню, как мой папа часто говорил о том, как он будет счастлив стать дедушкой и как он хочет покупать рождественские подарки для внуков. Каждый раз, когда я вижу других детей в торговом центре со своими дедушками, выбирающими подарки, на моих глазах наворачиваются слезы, и я вспоминаю о своем отце. Я вернулся домой из своего годичного пребывания в командировке и узнал, что моя жена изменила мне меньше, чем неделю назад. Я, не раздумывая, собрал все свои вещи, что у меня были, погрузил в свою машину и уехал. По пути я остановился и заплакал. Наверное, длилось это минут 20 или около того. Потом собрался с мыслями и поехал к другу домой. Около месяца назад я познакомился с симпатичной девушкой, которая мне очень понравилась. Сначала мы созванивались, но потом я решил, что попытаюсь пригласить ее на свидание. У меня большие проблемы с избыточным весом, и выгляжу я отвратительно, поэтому я был не очень уверен в себе. Но она согласилась, и мы договорились на выходные пойти в ресторан. Вечером я увидел ее в парке. Она сидела за столиком в кафе с парнем привлекательной внешности, высоким и худощавым. Одним словом, полная противоположность мне. Я был потрясен и просто сломался. Заплакал, как девчонка, которую обманули. Затем, после 2 недель депрессии, я постепенно начал приходить в себя. Сейчас я занимаюсь спортом, сижу на диете и пытаюсь улучшить свою внешность и привести в порядок запущенное состояние моего тела. Я потерял работу, на которой трудился 10 лет. У меня куча кредитов и долгов, поэтому я начал незамедлительно искать новую. Затем мне отказали в 4 организациях. Я начал чувствовать себя подавленным и пытался оставаться в позитивном настроении. Возвращаясь с очередного безуспешного поиска работы домой, у меня кончился бензин прямо рядом с заправкой, которая находится в 5 километрах от моего дома. У меня не было с собой денег, и мне пришлось идти пешком, просто чтобы забрать последние $5 с моего комода и вернуться к заправке. По приезду домой я тупо упал в свою постель и плакал, пока не уснул. Любое шоу или передача с эпизодами, показывающими детей, которые остались без родителей, или которые больны и им нужна операция, но нет денег, все подобные сцены вызывают у меня слезы, и я очень переживаю за них, хотя они мне чужие. Я очень эмоционален и никогда не считал, что в слезах мужчины есть что-то стыдное. В последний раз я плакал 2 дня назад. Я возвращался домой с деловой поездки, и мои эмоции просто одолели меня. Я остановился у обочины и заплакал. Никак не могу смириться и все еще оплакиваю потерю моего первенца. Моей дочке было бы 3 в этом году.
Это было 4 месяца назад примерно, на одной вечеринке у знакомых. Один из моих лучших друзей, по крайней мере я видел его своим лучшим другом до этого момента, сказал мне, что я его лучший друг. В ту ночь пролилось много человеческих слез. Прошло 5 лет с тех пор, как любовь всей моей жизни предала меня. Я все еще чувствую ту боль, как будто это было вчера. А сегодняшним вечером я узнал, что она вышла замуж. Сегодня. Я чувствую, что небольшая часть меня умерла сегодня. В моей душе дыра, и до сих пор никто, с кем я встречался, не мог заполнить ее так, как она. 27 августа должен был стать самым счастливым днем в моей жизни. У нас родился малыш, но выяснилось, что отец не я. Девушка врала мне все это время и призналась в последний момент. Самое страшное разочарование для меня. Я плакал за последние несколько недель больше, чем когда-либо в своей жизни. Я даже не могу описать, какую внутреннюю боль я испытываю. Это было несколько месяцев назад. Я был в глубокой депрессии, размышляя о том, насколько ужасны мои жизненные перспективы. Не работать в течение нескольких лет, одиночество и то, что в свои 30 лет я живу с родителями из-за проблем со здоровьем. Это не всегда заставляет меня плакать, но очень часто я срываюсь, когда сил держать все в себе не остается. Я один из немногих мужчин, для которого домашние питомцы и животные очень много значат. Недавно я должен был отвезти моего любимого хомяка к ветеринару. Было ужасно смотреть, как мой хомяк медленно умирал в моей руке. Я плакал в течение 15 минут. Недавно я стал отцом и все время плачу. Я потратил большую часть своей жизни на сдерживание своих эмоций, и поэтому вначале я очень нервничал и волновался, что, возможно, впал в депрессию. Но надеялся, что это из-за недостатка сна или чего-то еще. Через несколько месяцев я понял, что это просто потому, что я испытываю любовь, которая является совершенно новой для меня. Я прочел книгу Скотта Галлоуэя под названием «Алгебра счастья». Он объясняет, что плач не равняется печали, а только эмоциям и чувствам. Песни заставляют меня плакать. Смотреть на лицо ребенка или как он смотрит на меня определенным образом. Все это заставляет меня плакать. Даже разговор о моем ребенке заставляет меня плакать. Я не только смирился со своими эмоциями, но и мне очень повезло испытать это. Это нормально, если мы будем плакать, парни. Прошлое воскресенье. Я потерял обоих своих дядей на одной неделе. Сначала мой дядя по отцовской линии ушел из жизни от инсульта. Он находился в больнице 3 месяца и не выздоровел. Его не стало во вторник, 1 октября. Мой дядя по материнской линии ушел из жизни в минувшее воскресенье. Он был ее младшим братом. Ему исполнилось 56, но он умер от редкой болезни 6 октября. Та же болезнь погубила мою тетю в начале этого года. Она называется болезнью Крейцфельда-Якоба. Благодарю за просмотр. Хотел бы узнать твое мнение. Считаешь ли ты слезы мужчин признаком слабости? Напиши об этом в комментариях. Я буду читать мнение каждого. И если есть какие-либо вопросы, обязательно задавайте. Всем пока!